Денис идет на день рождения девочки, которая, между прочим, президент школы. Что самое тяжелое сегодня было за день? Попадание Дениса в emergency. Выглядит, как будто она на костыле с этим колесом дурацким. You mean this one? I think it's not good idea. Я тебе написала там, что это пучок зеленого лука. Да. Да? Все, давай. Ага. Бизнес-вумен. Поперла. Доброе утро. Беда пришла к нам в дом. Протрявилось колесо, короче. Поймал на дороге из Сан-Пита. Видите, вот здесь такая дырочка. Вот такую вот штуку. Она вот так вот вошла. Чик. И, короче, беда. Я взялся отремонтировать ее с помощью жгутика, но, короче, не помогло. И поедем сейчас в сервис менять покрышку. Или, если они смогут сделать, то отремонтируют. Я заказал на Амазоне покрышку новую за $180 с налогами получилось. Но предложили мне какую-то там рассрочку. Я, естественно, ей воспользовался. Проблема американских сервисов еще в том, что они не всегда готовы что-то делать. То есть, приезжаешь, вот я приехал туда, торчал жгутик. Они такие: о, ты уже ремонтировал, типа? Мы такое делать не будем. У нас политика компании, что-то тра-ля-ля. Короче, ко всем американцам, куда я приезжал, типа, нифига. Сейчас поеду, там нашел сервис какой-то, может быть, они мне смогут сделать. Но если нет, то поменяю эту покрышку на новую. А эту куплю еще один такой диск. Будет запаска. Так меня немножко смущает, что здесь написано XL, а тут не написано XL. Но размер тот же самый, да и рисунок вроде тот же самый. Поэтому, я думаю, все будет окей. У меня проблема с шиной. Что с ним происходит? Пожалуйста, следуйте за мной. Я вам все покажу. Я выберу. Именно этот вариант. Все в порядке. Нет. Вы можете это починить? Его, наверное, можно просто заглушить. В какую сторону оно вошло сюда? Ага. Его, вероятно, можно было бы заглушить. Верно? Ага. Хорошо. Давайте просто попробуем. Если мы не можем, мы тогда используем этот вариант. Хорошо? Вы имеете в виду вот этот? Я думаю, что это не очень хорошая идея. Если все будет хорошо, то все будет в порядке. Но вы не сможете это исправить. Все, что находится здесь, можно было починить только здесь. Ага. Не системно не исправить. Сбой апдейта. Нет. Что? У вас случайно найдется какой-нибудь пластырь? Я даже не знаю, как он точно называется. Затыкать. Ага. В этот момент у меня все закончилось. Я ничего не получу до понедельника. Понят. Угу. Попробуем этот вариант. Иначе используем патч с подключением, верно? Это все, что я могу сделать, но будет только к понедельнику. Хорошо, без проблем. Вы можете поменять мне шину? Я должен. Вы должны дать мне немного времени. У меня сейчас назначено несколько встреч. Если хотите, можете вернуться позже, примерно в 12 часов дня. 3 часа. Хорошо. Можно я оставлю вам шину, а ты? У вас есть балансировочный механизм? Ага. Извините, что это за машина? Подскажите, пожалуйста, а сколько именно стоит этот автомобиль? 55-45 плюс 40 за монтаж и баланс. $40? Монтаж и балансировка. Балансировка и замена, да? И вы сбросите настройки. Установка, да. Отлично, прекрасно. Хорошо. Ну вот, парень хотя бы попробовал. Он говорит, в понедельник у него будет, машина показывает, что flat tire, типа, то, что он накачал там, когда вставлял жгутик. И показывает, что как будто колесо спущено, но его вообще нету в машине, так что в 12 часов я вернусь, надеюсь, он к этому времени уже сделает колесо. А я заеду на мойку, потому что надо помыться, чтобы машина была чистая и красивая. Хотя, конечно, с колесом было бы лучше, но у нас просто не будет времени, потому что сегодня мы еще запланировали поехать в музей West Palm Beach, посмотреть на Рембрандта, там выставляют. Смотрел, вроде недорогие билеты, и как бы интересно, почему нет. Денис у нас сегодня, как обычно, пойдет на день рождения, будет там веселиться во все, а мы поедем в музей. Вот такие дела. Денис идет на день рождения к девочке, которая, между прочим, президент школы, где он учится. Соответственно, надо купить пакет подарочный и какие-нибудь конфетки
подарок, который непосредственно подарок, мы уже купили. Был виш-лист, все как положено. Так, Walgreens. Идем покупать пакетик. Скоро день Святого Валентина, поэтому так, нам сюда. Надо купить пакет и открытку. Так, подарок у нас довольно объемный, поэтому пакет, наверное, вот такой. Какой-то нам надо. Да, пускай будет. Красивенький. Теперь надо открытку для девочки. Her birthday. Окей, sister. Her birthday. Я считаю, что президенту школы можно подарить вот такую открытку. Ферреро Роше, беспроигрышный выбор всегда. А еще меня тут на работе угостили вот такими конфетами. И они оказались довольно вкусными. Скоро Пасха, поэтому все в яйцах, во всяком таком. Ладно, идем на кассу. Надо еще заехать. А, вот цветы есть. Нифига себе, прикольно. Так, все, тогда я камеру убираю. Покупаю цветы и все. Я не могу, конечно, машина выглядит, как будто она на костыле с этим колесом дурацким, с докаткой. Ну ладно, что поделаешь. Сейчас мы тебя подлечим. Уже 12 часов заберем. Осталось чуть-чуть. Так, день рождения у них происходит в таком развлекательном центре Бумерс называется. Все, пошли, Денис, ты дарить будешь. Так, я приехал на шиномонтаж. Чуть пораньше, может быть, парень уже сделал колесо, сейчас посмотрим. Как дела, мой друг? Да, конечно, сэр. А что вы скажете насчет моего огурца? У вас был неправильный размер, я поставил его, но размер не тот. Что ты имеешь в виду? Ваш размер 255 на 50, 20, а вы дали 255 на 55, 20. Короче, не тот размер колеса. Придется возвращать. Щет. А сейчас его попробуют отремонтировать вообще. Будем возвращать на Amazon. Все, отремонтировали мне колесо. Плюс колесо с Амазона возвращается обратно в родную гавань. Получается, что я потратил $60 на монтаж. Монтаж-демонтаж, плюс заклейка колеса, плюс балансировка, плюс установка. Ну, короче, там $45, я ему дал 60, потому что никто за эту работу не брался, ни один американский сервис. Короче, вот так вот. Ну, а теперь едем в Costco. Нам надо посмотреть там кое-что. Ну и потом в музей. Короче, взял Duracell, батареечки. Еще у нас апельсин у нас есть. Виноград надо. И другие продукты. По дороге в музей нам надо заехать в ресторан Дипо, купить творог. Тяночки для работы нужно. С улицы заходишь, где холодно, и не так уж и холодно, чем когда с жары заходишь. Не факт, что он есть, где нету творога в этом нашем ресторане Дипо. Надо заехать еще в один, который есть около Вестпалма, потому что без творога мы не можем. Приехали в музей Norton Museum of Art. У них тут такая парковка. Разумеется, платная, но тем не менее спокойно можно запарковаться. Сколько стоит, кстати? $3 стоит час. $3 в час. Сейчас посмотрим, что там в музеях. У нас сегодня -4. Feels like -100. Полная жопа. Я, видите, в куртке. Оделся потеплее, башка продувается. Надо как-то либо в машину, либо надеть бы шапочку, но шапочки нету. Поэтому вот так вот мерзнем. Ой, пипец, как холодно, вы не представляете. Мы поехали опять в ресторан Дипо в надежде, что там появился творог. Дороги пустые, никто никуда не хочет ехать.
Потому что такой холод адский. С утра был даже немножко снег. Вот такой, типа ледяной дождь. Поэтому вот тебе и флорайдушка. Друзья, помните, у меня проблема с колесом. Я вот его заменили. Старое колесо я с помощью GPT-чата вернул на Amazon. И он мне посоветовал, как что сделать. Я там понажимал в Амазоне нужные кнопки. И в итоге мне прислали там лейбл, что вот наклей его на колесо и отнеси в UPS Store. Так я и сделал. Отнес в UPS Store. Пришел на почту, захожу в двери с этим, с баллоном, иду такой. Там парень сидит в конце туда этого отделения. Такой: о, Маша, ты иди сюда, типа. Я подхожу. Я говорю: слушай, я говорю, return to Amazon. Он говорит: а, не проблема, давай, сейчас мы все сделаем. Я ему даю распечатанный этот свой лейбл. Он такой: так, что, ты этикетку-то отклеил? Я говорю: какую этикетку? Он говорит: ну, все понятно. Переворачивает колесо, а там наклеена этикетка, по которой мне пришла эта штука. Я говорю: елки-палки. Он говорит: я, говорит, постоянно думаю об этом. Постоянно, говорит, люди приходят и не отрывает никто эту этикетку. В общем, я это уже все, говорит, знаю, поэтому все нормально, don't worry, типа, иди с Богом. Вот, а еще я вам хочу сказать, что на этих выходных я что-то сел, думаю, дай-ка я посмотрю, что мне навязали в кредит в этот Atlas, который я покупал. И что вы думаете? Мы с чатом GPT разобрали всю документацию, которую мне дали, всякие там договора, какие-то приложения, какую-то еще фигню. И выяснилось, что они навязали мне как минимум 2 услуги, которые мне нафиг не нужны. Там какая-то страховка, хрен знает на что, я так и не понял. Мне этот чат GPT объяснял. Я говорю: ладно, нужна она мне или нет? Он говорит: ну, вообще, говорит, не нужна, потому что она якобы компенсирует дополнительно $5000 в случае, если у тебя тотал произошел, что-то еще там произошло. Но по факту там должно быть выполнена куча условий. Эти 5000 это всего лишь скидка на покупку автомобиля в том же салоне, где я купил этот автомобиль. Короче, полная шляпа. А стоит эта страховка для меня $999, там, разбита на кредите на 5 лет, короче, втюхали мне. Я говорю: ну нафиг она мне нужна, типа. Он говорит: конечно, она тебе не нужна, вот это не нужна, и еще там какая-то, тоже какая-то защита чего-то там, короче, хрен поймешь. Он говорит: вот это и вот эту давай отменять. Я говорю: давай. Он мне составил текст письма электронного, я отправил в эту контору, которая страхует. И они типа: ну и без проблем, давайте мы вам канцельнем, деньги типа отправим в кредитную организацию, которая кредитует вас, у вас типа уменьшится тело кредита. Ни хера себе, на 3 косаря почти. Вот. И они попросили еще отправить им бумажное письмо. Я тут же чатику GPT написал, говорю: вот мне ответ такой пришел. Он говорит: сейчас все сделаю. Присылает мне текст. Вот, говорит, это распечатай, запакуй в конвертик и отправь сегодня же, типа, UPS-ом там. Все, я так и сделал, сейчас отправил. И, в общем, сегодня сделал 2 больших дела. Отправил письмо и отправил еще колесо в Amazon. Так что вот такой я молодец. Помните, Денис пошел у нас на день рождения к президенту класса своего, к президенту школы. Вот. Они там в развлекательный центр, они там чудесно отдыхали, все классно. Мы в этот момент ехали уже из музея, поехали в кафешку. Там я уже не снимал, потому что настроения никакого не было после звонка мамы вот этой девочки, президента школы. Она говорит: Денису заехали клюшкой от гольфа по голове. И у него на левой стороне синяк на всю башку, короче. Ну, такой небольшой, но тем не менее. Пипец просто. Мы говорим: как, Денис, как зубы, как там глаза, как очки, как чего, как уши. Он говорит: все нормально, типа зубы окей, типа немножко болит бок, ну потому что врезали клюшкой, ни хера себе. И это в целом, говорит, все нормально. Это было воскресенье. Сегодня он пошел в школу, естественно. И в 9 утра жена уже звонит, Танечка, и говорит: в 9 утра Танечка уже звонит и говорит: мне звонят со школы. Типа Денис опять пошел к медсестре и говорит, что у него болит левое ухо, левая там что-то голова, вот это все.
Да ядрит твою мать. Она его забрала из школы, повезла, короче, в emergency делать сканирование головы. Сделали это сканирование головы. Никаких трещин нет, все нормально. Типа, ну, ушиб и ушиб, как бы пройдет через там неделю или 2 или 3, или хрен знает, короче. Бабушка тоже там на панике вся уже, там у тебя гематома будет, там, короче. Это просто жесть какая-то. Сегодня вот она целый день с ним возилась, пропустила работу одну. Ну, там по готовке надо было ей ехать готовить. В общем, я тоже целый день на нервах. Короче, блин, Денис это просто, он такой человек-катастрофа, который находит всегда какие-то проблемы. Но при этом мы его, конечно, любим, он наш маленький сладкий мальчик. Так что вот. Вот такие вот новости, друзья. Поехал я домой с работы. У нас ужасно холодно. Просто сегодня было плюс 4 утром. Сейчас 55 градусов Фаренгейта. А утром было 37. 32 это 0 по Цельсию. 37 это плюс 4. 55 я хрен знаю сколько это, я даже не буду смотреть. Короче, мерзнем, замерзаем тут. Ягуаны вообще все попадали с деревьев. Лежат там вот такие вот. Дети там пытаются их спасти. Такие вот новости. Позвонила Тяночка сейчас. Надо срочно заехать в русский магазин, купить творога. Потому что она очухалась там. Завтра, оказывается, для работы надо творога купить. И я говорю, ну давай домой еще куплю творога и, может, сделаешь мне запеканку или там какие-нибудь сырники, шмырники, там что-нибудь типа такого. Да. Ты видела, я тебе написала? Видела, я тебе написала там, что еще пучок зеленого лука? Да. Да? Все, давай. Ага. Эти дополнительные указания. Надо пучок лука там какого-то купить. Так, творог. Есть такой. Вот. На $6 дороже здесь. Купил творог, лук и взял еще пельмешки. Пельмешки от Олежки. Порадовать детей. Потому что Соня у нас очень любит пельмешки от Олежки. Прям ест их за обе щеки, как говорится. И еще сегодня день не заканчивается, потому что нам еще сегодня надо вести доставку. Я все приготовила, надо только доставить. Смотрите, какая красивая луна. Я надеюсь, видно. Если не видно, то очень жаль. Очень красивая. Большая, огромная, я бы сказал. Так, выехал не туда немножко. Ничего страшного, заболтался с вами. Окей. Вот так вот выглядит доставка. 2 сумки продуктов. А это нам. Поехали мы довозить. Тяночка за рулем. Ехать 29 минут. Туда-обратно. Еще потом ей полночь. Еще в Whole Foods потом. Надо заехать купить гребаную капусту цветную. Пипец. Потом еще в магазин надо заехать. Может мы там, может мы заедем там в Publix. В любом случае надо еще заехать в магазин. И потом еще ей надо будет ночью работать, да? Ну да, ну не может все ночью. Просто жесть. Бизнесвумен поперла. Ладно, закрываем багажник и поедем домой сейчас. Все уже ложатся спать. Тяночка продолжает готовить еду на завтра. Потому что завтра ей надо сдать целых 2 объекта с утра. Что ты, устала сегодня? Да. Что самое тяжелое сегодня было за день? Попадание Дениса в emergency. Наверное, это было самое тяжелое за день. Расскажи вкратце, как там, что было. Сегодня мне позвонила из школы наша nurse, наша медсестра, и сказала, что
Денис обратился к ней с головной болью, что у него болит ухо, что сейчас, окей. Что ему такая невыносимая боль, что нужно как бы приложить лед. Я не знаю, как стандартная у нас процедура. Мы прикладываем лед и надеемся, уповаем на Господа, как говорится. Вот, а потом я говорю, ну хорошо, приложите ему лед и давайте посмотрим, как будет развиваться ситуация. Ситуация развивалась следующим образом, что, наверное, через полчаса Денис мне позвонил, сказал, что его срочно нужно забирать, потому что у него все болит. Ну и было принято решение везти его к врачу. Мы пошли в Urgent Care, просидели там 1,5 часа в очереди. Нас принял доктор и сказал, что визуально он ничего не может сделать. Ну, как бы не может провести должным образом, поставить ему диагноз, потому что без снимков как бы это невозможно. Визуально он хорошо реагирует, а предыстория такова, что ребенок получил клюшкой от гольфа. Никто не знает в эту часть лица. Ну и все. И мы поехали, нас направили в emergency, чтобы сделать ему КТ головы. Мы приехали в госпиталь, в который нас направили. И там провели 2 часа, нас, правда, сразу приняли. Спросили, какие у нас жалобы, что случилось, когда, при каких обстоятельствах. И, соответственно, вот нам сделали КТ головы, сказали, что все нормально, кость не повреждена, челюсть не повреждена, но есть гематомы внутренние и наружные. Соответственно, заживать будет минимум неделю, а то и больше. Его может тошнить, он может чувствовать слабость, у него может быть двоиться в глазах и так далее и тому подобное. Вот, соответственно, мы сейчас ждем счет из госпиталя. То есть просто так ты не можешь приехать и сделать рентген там, не знаю, в маленькой той поликлинике, в которой тебя принимает доктор, да? Тебя направят куда-то. Куда? В большинстве случаев в госпиталь. Вот, а считая из госпиталя уже приходят космические. Ну, будем уповать на нашу страховку. Мне, кстати, там сразу предложили, хотите оплатить кредитной картой? Я говорю, не хочу. Я говорю, хочу подождать счет. Вот. Так что, вот такие дела. Но все были очень вежливые, мы всем рассказали, конечно, что с нами случилось. Каждой медсестре, каждому врачу, каждому техническому ассистенту. Как такое вообще могло случиться? Что ребенок играл в гольф и получил клюшкой по физиономии. Долго тебе еще готовить? Да. Да. Часа 2. Я готовлю щи, вареники с творогом. И буду печь пирожки с луком и яйцом. Это мои любимые. И с грибами. Странный выбор, но тем не менее. Ну и еще на завтра есть куча заказанной здоровой еды. Типа овощи на гриле, овощи на пару, свежие здоровые салаты и запеченная белая рыба. И драники, кстати. Мы с Денисом играем. Какого монстра мы там играем? Подкроватного монстра. Почему-то я подкроватный монстр. И я могу его задевать только тогда, когда он полностью, ну не полностью, а какая-нибудь часть вылезет из-под одеяла. Ну, как я должен его сделать, чтобы он вылез из-под одеяла, если он никогда не вылазит из-под одеяла? Все. Как там было свободно? Да. Так, Денис, а как я тебя достану, если ты постоянно под одеялом? Ну как? Так вылазь. Так ты вылазь. Давай. Мне страшно. Все. Так вот прошел наш сегодняшний день и выходные. Спасибо, что смотрите. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите ваши комментарии. Ну, а я пошел спать. Тяночка пусть продолжает работать. И ты тоже спи, понял? Монстр прикроватный. Подкроватный или какой-то там. Ой, все болеют еще.